Эй, всем привет, друзья! Сегодня суббота, выходной, еду на вторую работу. Бабка объявилась опять. Бабка, так мы называем хозяйку отеля, у которой мы подрабатываем. И там такая несистематическая работа, время от времени, по выходным или после основной, или перед основной работой. Но в последнее время, в силу возраста, я отказался после и перед, и только на выходных оставил. Ну и даже это уже так тяжело, и она еще так несистематично, она пропадает где-то, ее может быть не месяц, два нету. Потом она объявляется такая: Алекс, срочно помогите, караул, придите, спасите. А ты уже такой, все, ты уже булки расслабил. Все, наконец-то она забыла про нас, потому что и Руся тоже у нее подрабатывает периодически. Сегодня вдвоем к ней едем по бухгалтерии, а я там по Гартину помогаю. Было неважно. В общем, и такое, когда она пропадет, и такое, ну все. Наконец-то она от меня отцепилась, потому что это вторая работа, чисто физически не вывожу уже. А отказаться самому не могу, потому что у меня тогда будут угрызения совести, что мне предлагали заработать, а я отказался. И, короче, и в этот раз я такой, она объявилась опять, она еще такая хитрая лиса. Знаешь, что я долго не было, и что я уже потерял интерес в очередной раз. Она сразу: ой, Алекс, вы мой спаситель, без вас никуда, пожалуйста, умоляю, придите, помогите. Я такой, не пойду, все надоело, нафиг надо, эти копейки, они погоды не играют. Ну, как приходят выходные, я такой, надо идти, денег все еще не хватает, надо больше. И в этот раз то же самое в очередной раз произошло. Сейчас Ира поедет на машине к ней на велосипеде, потому что я себе поставил целью, планом за выходные проезжать хотя бы 100 километров на велосипеде, потому что больше другого времени на тренировку на велосипед нету, кроме как выходных. И получается, если я знаю точно, сейчас я к бабке пойду, и потом после нее я буду убитый, вообще не будет ни до велосипеда, ни до тренировки, ни до чего. Поэтому я сейчас решил сделать все как обычно в 3-10 в одном, поехать к бабке на велосипеде, сделать тренировку велосипедную, поработать у нее, подзаработать немножко денег. И по дороге еще к ней заехать на турник и там подтягиваться, потому что сегодня еще по плану тренировка, подтягиваться, поотжиматься. Тем более я хочу периодически делать нормальные подтягивания и нормальные отжимания от брусьев, а не в легкой амплитуде, а в нормальной амплитуде. У меня просто нету физической возможности делать нормальную амплитуду дома. У меня там такие стесненные обстоятельства, что там фиг поделаешь. Ну и плюс я фанат читинга. Я считаю, когда ты не химичишь, вообще никак не следишь особо за питанием, за белком, читинг — это самое то. Просто нету сейчас ни времени, ни желания объяснять, что такое читинг и для чего он нужен тем, кто не химичится. Это бесполезно. Поэтому, друзья, вот так вот я делаю в пол амплитуды, даже в четверть амплитуды дома. Потому что это имеет смысл и приносит свои результаты. Все, я приехал на спортплощадку. Сейчас подтягиваюсь, поотжимаюсь немного и поеду к бабке. У бабки поработаю. До бабки недалеко, 15 километров всего на велосипеде. Поработаю и после нее поеду еще накручу там километров 15 хотя бы, что в сумме получилось 50 сегодня. Вот такой вот план. Погнали, друзья. Такое даже объяснить логически не могу сам себе, почему каждый раз я хочу отказаться от второй работы и не могу. Каждый раз, когда она предлагает, и все равно соглашаюсь. Это даже не жадность, потому что мне денег особо это не приносит. Ну, как это мелочь, которую можно там потратить на бензин, например. Опять же, чтобы доехать до основной работы, на бензин, на коллекционирование, свои диски покупать и все такое, на пластинки. В общем, мне эти деньги по году не играют. И сказать, что это жадность во мне все время побеждает, я не могу, потому что эти деньги, с них толку, это копейки абсолютные. Это просто вот, я не могу просто вот отказаться на каком-то
химическом уровне, генетическом. Типа, тебе предлагают заработать, значит, ты обязан просто эту возможность использовать, и брать эту возможность. Просто мне кажется, если я откажусь, типа, мне предлагали заработать, откажусь, я потом себе этого просто не прощу. Я буду себя ненавидеть за это, наверное, поэтому. Это у спортплощадки, вон она там, спортивная площадка, держит лошадей. И прямо невозможно проехать мимо, чтобы их не снять. Прикольно. Да, погода просто шепчет. Дождь. И сейчас мне мало того, что придется ездить под дождем все время, так еще и работать на улице под дождем. Котяра, привет. В свой единственный выходной. Красота, романтика, друзья. Хера я поперся на велосипеде. Ведь я мог вернуться домой и взять машину. И если уж работать под дождем, то хотя бы взял бы дождевик с собой. На машине приехал с дождевиком. А так я просто буду весь мокрый насквозь в ближайшие часов 5. Прекращается. Я думал, сейчас пойдет и прекратится. Фиг там, это надолго. Обычно по нормальным делам я в такую погоду не езжу работать. Но тут я себе придумал, я себе решил. Потому что это все было... Мы очень не хотели вдвоем идти на эту работу сегодня к ней. Потому что ее реально месяц где-то не было. Мы такие, да все, пошла в жопу. Наконец-то она нас отшила. А мы и рады. И какой фиг. Она наверняка где-то
загорала где-то на Мальдивах, Таиланде, как она любит. И прискакала, погнали работать. И, короче, я такой, мы вчера всю неделю идти, не идти, я такая, я не знаю, я, наверное, не пойду, а потом в пятницу, все, я решил, я пойду. Я такой, блин, что остается, тоже пойду. Но если пойти, это весь день будет на смарку, вся суббота. Ни на велосипеде не покатаешься, ни контента никакого не снимешь, нифига. Если пойдешь, отработаешь, и потом будешь валяться снова уставший весь вечер. И такой, надо что-то придумать, чтобы поработать, и денег заработать, контент наснимать какой-то. Велосипед, надо велосипед. Туда-обратно, не на машине, как обычно, на велосипеде. Вот. Видите, ливень, просто ливень. И, соответственно, я уже настроился снимать контент, ездить на велосипеде. Как бы для велосипеда это дождь, пофигу. Хотя бы тоже, наверное, вряд ли прямо в дождь выезжал бы на велосипеде. Но уже собрался, надо ехать. В общем, я к тому, что отменить нельзя, потому что я настроился работу. И придется работать под дождем. Короче, вот так вот. Благо сегодня тепло. Реально градусов 18. Так что это всего лишь вода. И хрен с ней. Не проблема. Моя жесть будет, это когда сейчас поработаешь, и надо будет переодеваться обратно. То есть я одеваю робу, и надо будет обратно переодеваться в мокрые вещи. Вот это самое неприятное на этой работе. А если я хочу еще после нее еще дальше кататься, то это надо будет еще и дальше в мокрых вещах кататься. Ну, блин, вот это реально жесть. Ливень, реально. Я уже думал вернуться обратно за машиной, за дождевиком. Это шведа, бля. Еду дальше и такой, как я вообще буду под ливнем работать? Отстал под дерево, снял наушники, потому что боюсь, мои тофели не переживут такого дождя. Они явно не водонепроницаемые. Я на всякий случай снял их. Ну, конечно, без музыки ехать беспонтово не придется. И спрятал в рюкзак. Ну, придется пожертвовать. Фердам ты шайся, друзья, блин. Ну, с одной стороны, лето, в принципе. Это всего лишь дождь, вода, да? Утешаю я так себя. Лето, вроде бы тепло, не холодно. Хотя уже струю, ветерок уже поднялся, будь здоров. В чем дело? Я думаю, что меня так прет, что энергию так прет с меня. А я же сегодня наконец-то выспался за всю неделю. Даже могу складно некоторые слова в предложение складывать, что обычно на 5-6 вечерних сменах, когда неделя вечерних смен вообще с очень, блять, вот все. И вот только стоило сказать, это как сразу перестали слова складываться в предложение автоматически. В общем, проблемы, когда неделя вечерних смен, вообще с мозговой активностью, она просто снижается, и так не ахти какая, а снижается просто до нуля. Сегодня же я поспал 8 часов, наконец-то, за всю неделю. Всю неделю 4,5 часа, 5 часов максимум. Такой, как зомби. А вчера нас отпустили пораньше домой. Причем прилично пораньше, получается, да. На 5 часов? Нет, на 4 часа раньше отпустили с половины смены домой в связи с футболом. Вчера начался чемпионат Европы по футболу. И нас за счет заведения полностью, за счет работодателя отпустили домой пораньше, на 4 часа. А это когда вечерние смены, на секундочку, 7 часов вечера, плюс доехать домой, 8 я был дома. И такой, посмотрели серию сериальчика. Рипли, мы сейчас смотрим сериал черно-белый. О, блин, просто песня. Шикарный. Я смотрел интервью с Ургантом. И он там посоветовал этот сериал. А так как он велосипедист, велолюбитель заядлый. Вообще велоспортсмен, можно сказать. Я подписан в Инстаграме на его велоаккаунт. То такой человек плохого не посоветует. И мы начали смотреть, вообще шикарный сериал.
Мы такую серию посмотрели, и в 10 часов я такой поплыл, вырубился. И такой 8 часов поспал, сейчас такой бодрячком. Вот оно что. Разумеется, никакой футбол мы не смотрели, нахуй он нужен. Блин, терпеть не могу футбол. И вообще считаю, блин, вот эти все футболы вообще зомбированием населения. Это сейчас будет немножко старческого ворчания, куда же без него. Кидайте в меня свои ссаные тапки. Но я считаю, это вообще как все международные игры, олимпийские, все вот это, весь этот спорт предназначен как массовое зрелище, чтобы люди потребляли еще больше во время просмотра, отдыхали и потребляли. Там начинается пиво просто рекой литься во время этих всех чемпионатов, олимпиад. Плюс вот это взращивание, культивирование населению патриотизма, чтобы они в конечном итоге, если что, ихние жопы отстаивали и шли умирать за свои клочки земли. Для всего для этого нужен футбол, нужны все вот эти вот международные соревнования. И особенно, блин, вообще проблем нету со спортом, если кто-то типа играет в футбик и такой смотрит его с удовольствием, да? Вот это я понимаю. А ведь 99,9% всех смотрящих футбол — это вот пивные пузо, которым нужен футбол, чтобы, блин, порадоваться за свою страну, за свой клочок земли, который тебя, если что, отправит в расход, на убой. И нажраться пива, блин, просто до пиздецов каких-то. Вот для чего это все нужно. И вот это вообще я не приемлю и считаю бредом каким-то. Если ты играешь, то смотри. Если не играешь, то нехуй его смотреть. Разумеется, я его вчера не смотрел. Это не нахуй, блин, мне вообще похуй. Кто там выиграл вчера, Германия или кто там, голландцы, я тут нидерландцы. Я знаю только вообще, кто играет от Ральфа. Это вот у меня вот связь с внешним миром Ральф. С общественностью, благодаря ему я знаю, что происходит в мире. Хотя это знать особо мне и не надо, и не интересно, и не хочу. Ну, как бы волей-неволей, так как мы каждый день с ним по 10 часов вместе, я все это знаю. Ну, иногда попадается полезная информация. Ебать, дождь просто, блядь, это был просто дождь. А сейчас, сука, гребаный ливень. Как я буду работать? Передам ты шанс. Подытожить и коротко сказать, футбол, я считаю, блин, развлечением для быдла. Уж извините. Хотя я так не считаю, что вообще кто-то может быть быдлом. Просто все мы разные, всем каждому свое, как говорится. Но если брать вот такой вот термин какой-то распространенный, то я считаю, это вот такой для масс, для одурачивания, для обыдлячивания, для того, чтобы просто последних мозгов у людей не было, чтобы им было хлеб и развлечения, блядь, чтобы ими еще легче было управлять. Вот для чего нужен футбол. Люди это когда-то скумекали и с тех пор уже столетиями используют вот эти вот обыдлячивания населения. Религия и спорт. Первое дает тебе, блин, уверенность, что все будет хорошо, что кто-то сверху о тебе позаботится. Второе дает тебе чувство причастности к общему, к коллективу. Это вот человечеству надо еще с древних вот этих вот неандертальцев, обезьян, когда мы там бегали, чтобы чувствовать себя защищенным в стае. Для этого нужен футбол, патриотизм, страна, бля, вот эта вся хуйня. И религия, чтобы ты, бля, уповал на кого-то и, соответственно, шел с чистой совестью туда, куда тебя пошлют. Бля. Вот для чего это все надо, друзья. Все, начинайте кидать ссаные тапки в меня. Нахуй я это говорю. С стороны, друзья, я прекрасно понимаю, что благодаря всем этим жертвам, благодаря вот этой долбоебизму масс, этим войнам, которые шли столетиями, и идут, и будут идти, на каких-то клочках земли, которые люди погибали за эти клочки земли, я имею в виду какие-то страны, на каких-то этих клочках прекрасная, хорошая жизнь. И эта жизнь, мы благодарны этой прекрасной, удобной, хорошей жизни благодаря всем этим жертвам, благодаря тупизму масс. Так что, друзья, я осуждаю
всех, кто смотрит футбол и не играет в него. А с другой стороны, понимаю и благодарен вам, что вы его смотрите, и дальше уже не буду повторяться, все остальное делаете. Благодаря вам в некоторых местах очень даже комфортно жить. Погнали работать, друзья. Чтобы нам тоже было комфортно жить. Я не знаю, про кого я рассказываю, кому хорошо живется, а мне надо под дождем работать, чтобы мне хорошо жилось, друзья. Пошел переодеваться. Сейчас будет самый жесткач одевания мокрых вещей. Зачем его так руками делаю, когда что рассказываю? Просто насквозь мокрых. Но я не хочу ехать в робе, потому что это будет отстой. Сейчас эта роба будет валяться дома. Блять, она мокрая. Потом ее, когда в следующий раз ехать на эту работу, надо не забыть взять с собой. Что я, скорее всего... Хорошо, что лето. Ай, блядь, сука. О, кайф. О, хорошо. Мокрые штанишки. Идите сюда. Кайф. Обожаю. Чем мокрее вещи и больше километров проедешь, тем потом вкуснее дома еда, и мягче кроватка, и теплее одеяльце, и интереснее сериалы. Так. И последнее испытание. Эта фигня вообще просто, значит, стала в 2 раза тяжелее. Иди сюда. О, давай. Еще ломай меня всего.
Ой, кайф. Хорошо. Лето. Снять мокрые носки насквозь. Одеваю. Вот так беру и одеваю. Усилием воли просто. На характер. Тренирую характер, друзья. В 50 лет. Наверное, уже поздновато. Но, черт возьми. Почему нет? И абсолютно мокрые насквозь, внутри хлюпающие швы. Одеваю кроссовочки мокрые. Абсолютно. То есть, ну, в них нету вообще сухого маленького какого-то миллиметра, микрометра. Они мокрые абсолютно, по-честному, вот по чесноку насквозь. Вот прямо тут без обмана, друзья, вообще. Вот я сейчас зашнуровываю, а со шнурков при затягивании течет вода. Обожаю. Вот еду домой, поеду в сторону дома, потому что весь насквозь мокрый, дождя сейчас нету, слава богу. А возле дома уже посмотрю, смогу ли я еще пару километров проехать, чтобы в сумме получилось хотя бы километров 30 вообще, вот по минимуму. Ну, в идеале 40, 50 уже не буду. Рад, что все-таки не повернул домой, не свернул, потому что дождь все-таки закончился. А я бы сидел дома и такой, блин, чего я не пошел, не заработал денег, или... Короче, терзал бы себя вот этими терзаниями, терзал бы себя. А так-то, ну, мокрый, ну, пофигу. Зато и на контента наснимал, и денег заработал, и тренировку не пропустил на велосипеде. Потому как скоро в августе придет новый велосипед, и прямо он меня обязывает. Он настолько крутой, что я прямо хочу тренироваться теперь все время до того момента, как он придет, потому что зачем мне новый велосипед, повторюсь, 100-й раз, если я не буду ездить на нем, или буду ездить только когда будет удачный подходящий случай, удачная хорошая погода, не будет второй работы. Это будет всегда, поэтому надо как-то с этим смириться и жить с этим, и не забрасывать все другие увлечения из-за этого. В общем, я доволен, что я не повернул обратно, друзья. Что-то я еще хотел сказать, сейчас подумаю, вспомню. Вот такие бескрайние пшеничные поля. Красота. Красотища. Еще и немецкую книжку послушаю, потому что я немецкие книги слушаю только на велосипеде. Соответственно, если бы я не поехал никуда, то я бы и не послушал ее. А слушать надо. Повторюсь, 100-й раз ведение видеоблога, ведение канала на YouTube очень мотивирует и обязывает поднимать свою жопу. Вот всем, у кого проблемы с мотивацией, с настроением, с депрессией, у меня их нету, но все равно я рад, что меня мотивирует. Рекомендую завести свой канал, и если вы все еще не потерянный человек для общества, он будет вас мотивировать действовать. Меня очень мотивирует. То есть какой-то контент снять, пойти поподтягиваться. Я делаю абсолютно не для канала, я бы и так это все делал, но иной раз мотивирует и в дождь выйти, и когда устал, все равно что-то сделать, и когда нету времени, все равно вымутить это время. Мотивирует, серьезно, прямо рекомендую, заведите канал. Как и хороший велосипед, хорошие вещи мотивируют их использовать, вот, потому что можно купить просто велосипед. Ну да, а когда ты купишь уже дорогой велосипед, ты такой, блин, а что, он теперь будет в гараже просто валяться? Не, поехал я, погнал. По тормозам ударил, забыл включить Страву и Реля в свои эти приложения телефонные, чтобы они дальше считали мой путь, мои штреки. Проехал уже километра 3, и получается, теперь они будут не учтены, а я хотел, ну, мне надо посчитать, чтобы было 40. Мне прямо такой
И испугался, такой, блядь, ну меня осенило, я же забыл. Я же их нажал на паузу, когда работал. Такой, блядь, приложения выключены. Сука! Все пропало, блядь. Я сейчас быстро высохну, так тут ветер начался, будь здоров. Сейчас меня, блин, просушит дороги в пути. Ништяк. Вот это вот тот случай, когда я не то чтобы радовался ветру, но хотя бы, блядь, он хоть для чего-то нужен. Психологически тяжело проезжать в мокрых вещах мимо своего дома. Поехал дальше еще накатать километров. Так. Опять пошел дождь. Поворачиваю обратно. Вот сколько будет уже километров. Завтра еще накатаю. За день намокнут, промокнут до нитки. Опять дождь, ливень пошел. Я снял наушники свои. Потому что это невозможно. Невозможно, друзья. Когда одеваешь шапку на них или капюшон. Они сенсорные, начинают они просто гнать, они включаются, выключаются, делают тише, громче сами по себе, потому что дотрагивается капюшон до них, начинается кардибалет, друзья, кардибалет. Второй раз я мокнул, и сейчас я поехал, ух ты, бля, нихера себе гром прямо. И сейчас я поехал обратно, повернул, еду домой и против ветра. Теперь у меня и дождь, и ветер. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайчок за что еще не придумал. До новых встреч, мотивируйтесь и развивайтесь. Всем мир, пока-пока. Друзья, ставьте лайчок за видочок. Так себе рифма, согласен. Пока ничего лучшего не придумал. Сейчас нарву и руси полевых цветов. Она будет довольна. Вон такие васильки, маки, смотрю, красивые. Надеюсь, довезу их. До дома осталось, в принципе, всего ничего. Километров 5. Попробую довести. Она будет рада. Ага. Вот уже тут вот такой вот веничек, друзья. Сорву. Я не довезу. Они такие прямо нежные. Они стопудово рассыпятся. Ну попробую. Мне кажется, они даже сейчас, когда я срывать буду, рассыпаться. Так. Один есть. Что у нас тут еще? Где второй? Вот второй. Второй есть. Ага. Не, друзья, это всего лишь дождь и ветер. Что она может сделать? Дождь и ветер, правильно? Вообще ничего. Это просто вода получается. И куда-то несущийся вечно воздух. Куда-то вот в наших краях он куда-то все время торопится. Там все время надо. Эти маки прямо красивые. Ну такие нежные, я вам тут прямо скажу, друзья. Вот, если вы будете их рвать, рвите осторожно, да? А эти васильки, ну просто. Ну это ж песня какая-то, да? Вот такой букет пока что, друзья. Видали, что творится? До маков. Блин, я вообще сегодня домой доеду, не? Что-то какой-то сегодня суббота плотненькая получается. Шамаков, чтобы хоть какие-то довести до дома, и просто вон от ветра они уже рассыпаются. Наверное, надо еще васильков нарвать, но что маки я не довезу. Офигеть, я романтик! Бляха-муха! Смотрите, какие шикарные ромашули! Ну как мимо проехать?
Ромашули. Сейчас я буду остановлен, оштрафован. Надеюсь, нет. Альта Шведа. Ну это же красота. Та-да, та-та-да. Чтобы было разнообразие. И еще беленьких тогда надо. Вон еще ромашка целая куча. Блин. Вот такая красота получилась. Полевые цветы, друзья. И Руси на юбилей подарил. Нет, шучу. Просто на выходные. Для хорошего настроения. Красота.